Друзья, приветствую всех. Это медиаплатформа «Система». Я Александр Колодей. Здесь мы разбираем и анализируем то, что действительно важно. Ну и сегодня пообщаемся с известным российским оппозиционным политиком и общественным деятелем Леонидом Гозманом. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Хочу сразу спросить у вас про этот крестовый поход Пригожина, который закончился в белорусских лесах. Как вы оцениваете происшедшее? Вообще, что это? Какая-то срежиссированная акция? Я думаю, абсолютно спонтанное действие. Это не было срежиссировано. Это была инициатива Евгения Пригожина. Он испугался за свою жизнь и таким сложным способом пытался ее спасти. Вокруг чего они торговались? Кто и что в итоге получил? Пригожину надо было спасти себя. И он рассчитывал, видимо, на то, что он придет в Москву как спаситель президента от генералов, от Шойгу, от Герасимова там, и прочих. Да? Но это, разумеется, у него не получилось. По всей вероятности, во время переговоров Демин, который, по всей вероятности, был главным там человеком губернатора Тульской области, во-первых, объяснил ему, Демин и Евкуров еще там был замминистра обороны, по-видимому, они объяснили Пригожину, что с ним будет в ближайшие 2-3 часа, как их разбомбят и вообще уничтожат всех, и дали гарантии личной безопасности. Пригожин согласился. Все, он бандит, он совершенно легко предал своих. А почему обычные люди никак не отреагировали? Но ведь, по сути, был повод, появилась некая организующая сила. А что в итоге? Мы все увидели, как люди ходили, спокойно снимали на телефоны. Такое впечатление, как съемки фильма. Население очень индифферентно восприняло. Почему? А почему население должно было как-то реагировать? Это население не касается, это начальники что-то между собой там не могут решить. А людям-то что до этого? Так совершенно правильно не отреагировали адекватно. Люди вели себя адекватно. Люди относились к этому как к цирку, который к ним не имеет отношения. Это имело очень большое значение для Путина, это имело значение для будущего страны. Но и это, конечно, изменило будущее страны, очень сильно повлияло на страну. Но рядовые граждане этого не знают, знать не хотят. Им это не интересно. Попалась такая цифра, это данные Левада-центра свежие. Суммарно 64% россиян не готовы принимать участие в политике. То есть, что звучало в ответах? Что они ничего в этом не понимают, они слишком заняты повседневными делами. Но, а что это на самом деле? Это такая легкая политическая отморозка от всего происходящего в России? Такое молчаливое согласие людей на то, что делает Кремль? Какое объяснение, как вы считаете? Да нет, никакого согласия нет, а есть просто понимание, что повлиять на это нельзя. А когда ты не можешь на что-то повлиять, то ты в этом не участвуешь. Это естественно вполне. Знаете, я не знаю, объявляется конкурс на замещение вакантной должности солиста Большого театра. Или какого-нибудь театра аналогичного у вас тоже, наверное, есть, да? Наверняка. И ни я, ни вы не подаем документы на конкурс, потому что мы знаем, что мы не пройдем, никаких шансов нету. Да? То есть также люди не участвуют в том, что от них никак не зависит. Политика Российской Федерации никак не зависит от граждан Российской Федерации. Поэтому они в этом не участвуют. Правильно делают. Это рациональное поведение. Вы считаете, что правильно? То есть никак не участвовать, не выходить на протесты, не протестовать? Да, это совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи. Протесты невозможны. Потому что протесты будут расстреляны из крупнокалиберных пулеметов немедленно. Против таких режимов, как гитлеровский, сталинский, путинский, протестов нету. Нету и все. Да? Потому что восстают тогда, когда есть шанс на успех. Понимаете, когда есть шанс на успех, тогда восстают. Значит, у нас эти восстания были многократно, на самом деле. Да? У нас был 89-90 год, когда миллионы людей выходили на улицу. Миллионы. Да? У нас был 11-12 год, когда казалось, что сейчас мы их сковырнем. Да? У белорусов был 20-й, кажется, когда у них были эти выборы Тихановские. Когда Тихановскую выбрали. Да? Тоже казалось, что Лука сейчас сдохнет и отвалится. А против стабильных режимов восстаний нет. Против Гитлера не было восстаний. Против Гитлера были заговоры, а восстаний не было. Никакое массовое сопротивление, восстание, Майдан и так далее в России сейчас невозможно.
Я хочу вам напомнить, что ваш Майдан, а я был на обоих, и во время оранжевой революции, во время революции достоинства. Меня это восхитило, я про это писал, это вызывало совершенно восторг, восхищение людьми, которые там стоят и так далее. Тем не менее, оба ваших Майдана были тогда, когда у вас в элитах страны были разные силы. У вас были оппозиционные партии, оппозиционные фракции в Верховной Раде, простите, правильно? Да. У вас был бизнес, который готов был финансировать это дело и так далее. Когда нет ничего, то никто не выступает. И у вас не выступали, и у нас не выступают. Понимаете? Вот. Когда у нас зашаталось, то в августе 1991 года 100 тысяч человек своими телами закрыли российскую демократию. Я горд, что я был там среди них возле нашего Белого дома. Да? А сейчас это теоретически невозможно. Понимаете, вот говорят, пусть выйдет 1 миллион человек. Ну, во-первых, вообще, ребята, а вы вообще с дуба упали? Что значит выйдет 1 миллион человек? Откуда он возьмется? Чтобы вышло 1 миллион человек, надо, чтобы сидели люди, которые будут там по интернету или еще как-то призывать выйти именно в этот час, именно в это время. Этих людей естественным образом тут же повяжут. Ну, это понятно, да? Просто мгновенно. Допустим, они будут из-за границы. Хорошо, они будут из-за границы. Во-первых, тех, кто из-за границы, никто не слушает. Естественно, слушают тех, кто внутри. Я полагаю, у вас тоже есть украинские какие-нибудь политические деятели, которые оказались в эмиграции и сейчас дают советы украинцам, как им надо себя вести. Я полагаю, что их посылают так же, как посылают наших. И правильно делают, между прочим. Знаете, есть такое выражение, я немножко посидел в тюрьме, кстати, за поддержку Украины, вот, и вот узнал такую замечательную поговорку. В тюрьму с воли советов не дают. И правильно. Это правильно. Вот в тюрьму с воли не надо давать советов. Так вот, значит, никаких массовых протестов сейчас быть реально не может. Ну, просто не может быть, потому что не может быть никогда. Не потому что рабский дух. Я понимаю, что очень многие в Украине, подавляющее большинство, относятся ко всем российским людям одинаково плохо. Хороший русский, мертвый русский. Я понимаю эти чувства, это понятно, поскольку люди, говорящие по-русски, приехавшие из России, творят страшные злодеяния на вашей земле каждый день. Да? Понятно ваше отношение к ним. Это совершенно очевидно, и обижаться на это бессмысленно. Вот смотрите, мы начали с опроса Левада-Центр. А как вы думаете, вот если бы такой опрос провели среди русских военных, которые сейчас сидят в окопах, и из которых, как я понимаю, примерно 60 минимум процентов это те, кого мобилизовали. Они бы тоже сказали, что они политикой не интересуются? Ну, понимаете, они вообще не связывали то, что с ними происходит, с политикой. Понимаете, вот для российского человека уже не первое столетие на самом деле. Политика – это что-то, чем занимается царь. Вот царь в Москве сидит и что-то там придумывает. Да, в окопах сидят они. А в окопах сидят они. Но это не политика, это что-то другое. Это им просто такая непруха выкатилась, не повезло, понимаете? Вот. Ну и, конечно, надо свалить с этих окопов как можно быстрее. Вот. Кстати говоря, у вас есть прекрасный сайт, я знаю, «Хочу жить», для тех, кто хочет сдаться в плен. А с нашей стороны, со стороны российской оппозиции, сделан другой проект. Называется «Идите лесом». «Идите лесом» – это проект, который объясняет людям, как уклониться от мобилизации, как дезертировать и как сдаться в плен. Вот. Так что мы действуем с двух сторон и про одно и то же. Хороших два ресурса, которые, по сути, нацелены на один результат. Абсолютно. Да. Давайте тогда по-другому немножко. Как вы считаете, насколько готовы сегодня, это все в разрезе начавшегося украинского контрнаступления, насколько готовы сегодня российские военные лечь, положить жизнь за то, чтобы удержать оккупированные территории? Как вы, как вы оцениваете этот боевой дух? Вот вы же общаетесь, вы же наверняка знаете настроение. Вот что вы думаете? Ну какой боевой дух? Ну что, всем наплевать на эти территории, всем наплевать вообще на все. Россия, главная особенность России сейчас состоит в том, что подавляющее большинство граждан наплевать вообще на все. Знаете, на все. Вот они говорят, что целями их этой самой специальной операции, будь она проклята, было сначала это было обеспечить право говорить по-русски на Донбассе. Ну, понятно, что никто не мешал говорить по-русски на Донбассе, это ежу понятно. Но главное, что всем это наплевать глубоко. Да? Потом говорили про зверства, которые творят злобные бандеровцы, распятый мальчик, тоже всем наплевать. Потом рассказывали про то, что на вашей территории биологические лаборатории
который производит какую-то дрянь, которая делает русских женщин бесплодными, причем именно русских. Вот. Да, там еще боевые комары были, если помните. И боевые комары, и многое другое. И всем абсолютно наплевать. Понимаете, никого это не интересует. Вас послушаешь, всем без разницы. Никто не хочет, никто не понимает цели этой войны. Протеста не будет. Конечно. Политика никто не интересуется. Так зачем тогда десятки тысяч жизней? Слушайте, они губят? А вы понимаете, вот хорошо, а вы себе представьте, как это так, когда все встают. Чтобы вот когда встанет один, то его застрелят. Ну, понятно, да? Его застрелят. А как вы можете организовать, чтобы встали все? Это невозможно. Будут стрелять в спину. В том-то и дело. В том-то и дело. Будут стрелять. Они не боятся крови. Они пролили столько крови украинской, русскую кровь им тоже не жалко. Поймите, что президенту Путину не жалко вообще никого. Не то, что ваших, но своих тоже не жалко. Ему плевать, вот сколько угодно их еще положат. Сейчас очень много сообщений о том, что кремлевская администрация уже в открытую пугает Запад, что если будут попытки с украинской стороны атаковать Крым и пытаться его освободить, то ракеты, возможно, с ядерными боеголовками тактически полетят уже в сторону стран-член НАТО. Вы считаете, это некий шантаж, предупреждение или это зондаж почвы перед саммитом Альянса? Ну, во-первых, это, конечно, шантаж. Во-вторых, любой шантаж может реализоваться. Надо это понимать, да? Что когда вы постоянно повторяете, а я вот сделаю вот так, то в конце концов вы можете сделать вот так. Другое дело, что мне кажется, если бы я имел право как бы высказываться на совете западных политиков каких-то, да, то я бы сказал, ребята, не бойтесь этого, не бойтесь, помогите Украине освободить Крым, помогите Украине освободить Крым, дайте им оружие, дайте вообще все, что можно. Вот. Если у Путина уедет крыша, ну, значит, надо его остановить военным путем, ну, что поделать. Вот. Но именно освобождение Крыма может быть тем триггером, который запустит процессы, результатом которых будет отстранение Путина от власти. А потери оккупированных территорий Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, вы не считаете, что будет триггером? Нет. Нет. Люди этого не знают. Вот смотрите, ваши доблестные войска освободили Херсон. Так? Единственный областной центр, который удалось захватить после 24 февраля. И вот как кто-то у нас тонко заметил, Владимир Владимирович после этого слово «Херсон» в рот не брал. Это слово перестало существовать в нашем вокабуляре. Просто перестало и все. Да? Нет такого города, нет такого места, нет такого слова из 6 букв. Да? Ну, в самом начале немножко постебались, что Херсон переименовывается в Хервам, вот, но, в общем, про него тут же и забыли. Про Крым забыть нельзя. Понимаете, никто не знает, где находится Николаев. Никто не знает, где находится Херсон. География, наука кучерская. Про Крым забыть нельзя, потому что по Крыму был такой звон страшный, да. С Крымом Путин связал себя. Вот просто себя связал с Крымом навсегда. Поэтому Крым будет триггером. То есть вот эти вот заявления, если вы помните Киссинджера несколько недель, по-моему, или месяц назад о том, что Украина вступает в НАТО, но Крым остается, то есть это, скорее всего, то есть некая единая линия с Кремлем. Да нет, ну послушайте, Киссинджеру 100 лет исполнилось. Ну что вы думаете, он будет согласовывать с каким-то... Вы знаете, таких вот именно мнений очень много о том, что это настолько в этой позиции торчат уши Кремля за 100-летним Киссинджером, что, вероятно, это некая согласованная позиция. Нет. Я совершенно убежден в том, что Киссинджер никакую свою позицию ни с кем не согласовывает. Ему 100 лет. Ему 100 лет, и он один из самых уважаемых политиков мира. Ну что вы, в гробу он видал. Что Путина, что Байдена, что Зеленского. Да кого угодно, понимаете? Он сам Киссинджер. Вот он сам по себе Киссинджер. Вот. Поэтому он говорит то, что думает. Но это абсолютно... У вас есть объяснение тогда его позиции, почему он хочет оставить Крым России? Потому что он считает, что это прекращение войны. Вот и все.
Он считает, что таким образом можно превратить войну. Украина никогда не согласится на этот вариант. Ну, подождите, но это же разные вещи. Я тоже считаю, что Украина не согласится и правильно сделает. Да? Вот, был бы я гражданином Украины, я бы тоже требовал, чтобы бой за Крым шел до конца, до освобождения. Но Киссинджер смотрит на ситуацию сверху. Понимаете? Это вполне, вот эта его позиция по Крыму, вполне согласуется с той позицией, которую он занимал всю жизнь. Реалполитик. Надо договариваться. Надо договариваться. Вот он ищет, как договориться. Вот и все. Вот. Кроме того, я думаю, он может считать, что Крым для Украины не имеет такого значения, потому что Крым долгое время был в составе РСФСР, ну и так далее. Вот. Он может так считать вполне. Вот. Как вы считаете, саммит НАТО, о котором сейчас много идет разговоров, и Киссинджер тоже его упоминал, и решения, которые, как он считает, могут быть полезны, он, по сути, предложил Украину принять в НАТО. Как вы считаете, какие решения мы реально увидим, и какие последствия этих решений могут быть именно вот для этого, для войны, которую мы сейчас видим, от которой мы страдаем? Ну, вы знаете, я думаю, что Украина не будет принята в НАТО на этом саммите. Я думаю, что никаких шансов на это, к сожалению, нет. Я говорю, к сожалению, потому что моя воля, вы уже давно были в НАТО. Естественно, если бы это от меня зависело. От меня, к сожалению, не зависит. То есть от меня что зависит? Я только что написал статью для одного американского издания про то, что членство Украины в НАТО выгодно для всех, в том числе для России, между прочим, для будущего России. Вот. Но больше от меня ничего не зависит, к сожалению. Да? Поэтому я думаю, что сейчас Украина не будет принята в НАТО. Я очень боюсь такого холодного душа. Я вообще боюсь завышенных ожиданий. Насколько я понимаю, это уже опасается президент Зеленский. Он, по крайней мере, говорил об этом неоднократно, я это слышал из его уст. Я стараюсь следить за выступлениями вашего президента, они блестящие. Так вот, я очень боюсь, что какие-то решения, которые будут приняты на этом саммите, они могут быть восприняты общественностью западных стран как отказ. Понимаете? Что вот вы вроде хотели, а вас не пустили. Вот как-то вот так вот, да? То есть как неудача. Неудача – это очень опасно сейчас для вас. И в этом смысле я очень боюсь завышенных ожиданий. И относительно политического прогресса, и относительно военного прогресса. Какие последствия возможны и могут быть у такого отказа в перспективе? Значит, во-первых, я думаю, что президент Путин уже считает, что ваше контрнаступление провалилось и что от вас отворачиваются и так далее. Я сужу потому, что он, выступая на Петербургском форуме, вернулся к той риторике о войне, которая была в начале войны. Да, это правда. Он давно это не говорил, многие, да, а сейчас говорит. Значит, я думаю, что его убедили в том, что ваше наступление провалилось. Вот он думает так. Может, это не так. Я надеюсь, что это не так. Я очень хотел бы верить в то, что вы просто, так сказать, медленно готовитесь и так далее. Дай бог. Да? Но, знаете, вот американцы говорят «perception is reality». Представление – это и есть реальность. Если у Путина такие представления, будет исходить из него. Но, кроме того, я очень боюсь вот чего. Я боюсь усталости Запада. То есть того, на что рассчитывает Путин, конечно. Он рассчитывает на усталость Запада. Он рассчитывает на то, что западным избирателям надоест поддержка Украины. Ну сколько можно, ребят? Вот уже второй год поддерживаем, да? И деньги вроде туда даем, и флаги вывешиваем украинские на всех учреждениях. А они все никак не побеждают. Так может и хрен с ними. Может они сами пускай разбираются. Знаете, вот я очень этого боюсь. Вот. Поэтому сейчас, мне кажется, очень тревожный момент. Может быть, просто западному обществу надо чаще давать слушать Лукашенко. Если помните, перед войной он давал интервью Соловьеву, где рассказывал, что за 2 суток или за 3 войска будут под Ла-Маншем. Да, это полезно. Это полезно. Сейчас очень много появилось так называемых, я их называю
таких квази или в кавычках переговорщиков, которые предлагают им различные мирные инициативы. Я думаю, что вы слышали. Ну, китайский мирный план, южноафриканский, Турция и так далее. Вот как вы считаете, какая финальная цель всего этого? Понятно, что эти планы, они очень все схожи, то есть там нас уже наши политологи побили их там на какие-то категории. Какая цель всего этого стоит? Что действительно попытаться усадить страну за стол с Путиным, провести мирные переговоры в надежде, что мы откажемся от территории взамен на спокойствие? То есть, ну это же абсурд. Ну, это не совсем абсурд. Понимаете, то есть я надеюсь, что в вашем случае это абсурд, но я просто хочу вам напомнить, что когда гитлеровские войска бомбили британские города в 1940 году, то ли сам Гитлер, то ли Риббентроп, то ли еще какая-то сволочь, не помню, кто из них, сказали, что, собственно, у британского руководства есть полная возможность прекратить страдания населения. Это просто принять справедливые требования Германии. То же самое говорил Песков вам, когда эти варварские бомбежки были в ваших городах, да, но и сейчас продолжаются, к сожалению. То есть нет, это не безумие, это надежда определенная надежда этих людей. Теперь вот эти мирные планы, они имеют несколько мотиваций. Значит, у Китая, я думаю, что Китаю глубоко наплевать, сколько там народу погибает, у вас и у России. Вот. Но Китаю важно выступить такой мировой державой, которая смогла уладить конфликт в Европе. Ну, это вообще это круто, на самом деле. Да? Вот такие мы ребята, да, вот, что взяли, помирили европейцев, прекратили европейскую войну. Очень здорово, на самом деле. Да? Это одно. У африканцев совершенно другая мотивация. Абсолютно другая. Им нужно зерно. Им нужно зерно. У них вообще проблема, у них реальная проблема. Да? Им, опять же, глубоко наплевать, кто тут победит, и чей будет Крым, где тот Крым, они вообще знать этого не знают. Вот. Но им надо, чтобы зерно поставлялось. Понимаете, у них свои цели на самом деле. Вот. А кто-то просто коррумпирован Владимиром Владимировичем Путиным. Тоже таких, я думаю, немало. Вот. Таких немало. Но я надеюсь, что ваше руководство будет адекватно относиться к этим мирным инициативам. Это более чем адекватно, мне кажется, потому что, в принципе, они все, так сказать, на столе, и они все видны, и понятно, где какие тени гуляют. Последний вопрос, Леонид Яковлевич. Ваш прогноз на ближайшие месяцы. Наши военные, очень многие эксперты говорят о том, что есть обоюдная усталость от войны. То есть понятно, что у Украины есть цель, мы эту цель четко прописали в мирном плане, и другой цели быть не может. То есть вот как вы видите развитие ситуации? То есть все-таки действительно нас, вы правы, абсолютно европейцы, ряд европейцев подталкивают к заморозке, они говорят от усталости, плюс еще накладываются сюда американские выборы, которые, по сути, активная фаза начнется осенью. Как вы считаете, что нам ожидать в ближайшие месяцы? Слушайте, ну это вопрос к генералу Залужному. Вот, все зависит от вашего... Он не скажет. Ну, а я не знаю. Он знает, но не скажет, а я и не знаю. Вот. Все зависит от ваших солдат, понимаете? Все зависит от них. Вот. Ну, солдат, в том числе в ранге генералов тоже, да? Ну, как пойдет у вас, от этого все будет зависеть. Я же не знаю, что происходит. Никто же не понимает, что происходит, понимаете? То ли там действительно российская оборона оказалась значительно сильнее, чем вы ожидали, что возможно, да. То ли вы действительно копите силы, и это просто пока разведки боем, а сейчас вы, значит, им всем покажете. Я не знаю. Я не знаю, я только, понимаете, я только могу, ну, я атеист, поэтому это фигура речи, я могу только молиться, чтобы у вас получилось. Понимаете? Спасибо. И, кстати говоря, не только из симпатии к вам, а потому что единственный шанс, очень небольшой, на возрождение моей страны связан с вашей победой. Вот единственный шанс. Поэтому это как бы не только вот сочувствие вам, это еще и, надежда. Ну, так сказать, интерес к своей стране. Вот так. И слава Украине. Героям слава, Леонид Яковлевич. Спасибо огромное за ваши ответы. Чудесное завершение программы, чудесные слова и пожелания. До свидания. До свидания. Спасибо. Леонид Гозман, российский общественный деятель и оппозиционный политик, гость программы сегодня. Друзья, подписывайтесь на медиаплатформу «Система», пишите ваши комментарии, вопросы. Я Александр Колодей. Счастливо и удачи!